Я приветствую вас, мои дорогие, любимые друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Таро Эспирасьоне. Прогноз Таро на будущее и старинный цыганский пасьянс, что скоро произойдет в ближайшем будущем в течение марта в вашей жизни. Что прояснится именно в вашей жизни, а такое может быть у нас до 20 числа, много энергии в вашем знаке зодиака. И мы чувствуем, мы все, не только вы, ведь ваш знак зодиака – это, некоторые условности или обтекаемость, нет четких границ. Это интуиция, безусловно, это чуйка шикарная, мои дорогие. Поэтому до 20 числа мы в таком в полурасслабленном словно состоянии, хотя, может быть, это внутреннее какое-то напряжение. Я это тоже не исключаю по тому вопросу, который быстро не решается. Вот, кстати, 19 числа это новолуние в вашем знаке, и поэтому это всегда новолуние, как, вы уже можете себя как будто или сконцентрировать на чем-то, или вы будете знать, как какое-то направление, или чему отдать предпочтение. Всегда новолуние несет именно новые энергии. А еще у нас одновременно из вашего знака до 19, точнее 19 Солнце находится в вашем знаке, а уже с 20 Солнце переходит в знак Овен. Это приток жизненной активности. Мы как будто подстраиваем себя, настраиваем свои антенны на будущее, включая по 19, а уже с 20 мы начинаем осуществлять какие-то шаги или переходить к действиям. Это так, пару слов об астрологии. Но мы помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И события, где бы мы ни проживали, меня смотрят из разных стран, но все, что происходит вокруг, подтверждает то, что это точно. То, что мы там себе задумали, жизнь вносит коррективы. Вот как быть в этом сложном мире? Давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Что идет на ваш порог? Может быть, и спешит. Вот смотрите, какая-то напряженная ситуация, нож. Это вообще это обозначает ссору. Это не обязательно, что буквально там ссора какая-то, да? И рядом, кстати, голубь – это символ благополучия. И когда выпадает голубь, я всегда говорю, что даже если что-то, знаете, вот как в кучу все перемешалось или тысячи неопределенностей, в конечном итоге все встанет на свои места, закончится благополучно. Но, может быть, и есть конкретная какая-то тема, которую вы хотели бы прояснить, которая тоже быстро не идет. Может быть, это, в принципе, натянутые с кем-то отношения, потому что это выпадает первым именно символом. Может быть, и вы где-то держите так марку дипломатии, чтобы не сорваться. Вот, кстати, такое тоже может быть, потому что вы великие эмпаты. Вы очень добрые люди, мои дорогие, я вас люблю, это искренне. Давайте смотрим, что еще. Что же тут у вас спешит-то на ваш порог, мои дорогие? Вот мало значения все то, что я говорила больше об астрологии, чем о картах. Где-то подтверждает, что, да, вот если вы открыли видео буквально как ближе, когда вышел именно этот выпуск, или до 19, и оглянетесь назад, тут у вас, правда, что-то идет, как тянется. Вот, может быть, такие ощущения могут быть. Но у вас как будто судьба, посмотрите, ключ – это открытый путь, когда вот все происходит в свое время. И поэтому где-то в течение марта месяца больше ясности будет. Или будет больше понимания по какому-то вопросу. Вы тут сами можете от чего-то отказаться, потому что вам это неинтересно, не нужно. Или вы уже поменяли свои решения. Или за истекший вот именно период вы сделали какие-то выводы, понимаете, раньше хотел туда или хотел этим заниматься, а теперь неинтересно, теперь не нужно. Обстоятельства поменялись. Или, в принципе, и вот именно вы поменялись. Интерес как будто другой. Для кого-то из вас, может быть, тут действительно, смотрите, с ножом совпадает еще сердце. Скорее всего, это может быть даже, к примеру, либо с родным человеком, либо с близким человеком какая-то натянутая ситуация или вот эта самая конфронтация, или, как знаете, то вроде и перемирие, но и с другой стороны понимание, что, окончательно мы друг друга не сможем понять. Это может быть даже, какой-то далекий родственник, тут мы все разные. Но это я как вариант, а у каждого здесь что-то будет свое, может быть, это и посторонний человек. Но вот благополучие все равно у вас
наступает. И в нашем раскладе мы можем соединить пасьянся то, что находится в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали только лишь. И мы видим узел, прочная связь. У вас, тем не менее, есть как единомышленник, тот человек, на которого вы точно можете положиться. Это для вас может быть, вот смотрите. И есть, ну вот не все люди, братья, видимо, ну как-то так. Ну и друзья тоже. Ну, это жизнь, диалектика. Но у вас явно есть и прочная связь. И смотрите, как ангел. Это когда есть тот человек, который нас искренне любит. Это как тот ангел, который нам оказывает помощь, содействие. Это тот ангел, который бережет, мои дорогие. Высшие силы вас берегут буквально. Но и тот единомышленник, с которым нам хорошо. Может быть, так, когда мы даже чувствуем, пусть тысячи неопределенностей вокруг. Но я себя уверенно чувствую, потому что вот я не один или одна, а у меня именно какая-то группа поддержки. Или как минимум в наше сложное время иметь одного даже человека. Согласитесь, это не так уж и мало. Пока я с вами говорила, я пересматривала, что мы можем тут еще соединить. А вы знаете, что мы можем соединить? Вот, кстати, видимо, не у всех. Вот, правда, вот этот нож. У вас еще совпадает изображение цыганки, но в пасьянсе это называется лицо. То есть это тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Вы знаете, тут может быть и такая тема, когда вы для себя поймете, что пусть это даже тот человек, которого вы знали годами, но он как-то для вас с новой стороны откроется и скорее тут заставит с учетом ножа пересмотреть отношение к кому-то. Вот вам, скорее всего, придется. А у кого-то это будет касаться, может быть, именно нового какого-то знакомства. Поэтому будьте аккуратны к знакомым новым. Здесь сами люди могут где-то провоцировать конфронтацию. Ну, поэтому не поднимайте перчатку дуэли, хочется сказать, если кто-то даже на словесную вас пытается вызвать. Чтобы не было какой-то, знаете, как оскомины потом на душе. Зачем оно? Это какой-то, знаете, проходящий эпизод, правда. Ну ладно, так что ж там скрыто, хочется спросить. Что скрыто от вас, о чем вы не подозреваете? А тем не менее это случится или прояснится. Так что же это такое? Так что прояснится, что тайное станет явным? И к чему это все идет? Или зачем это было все нужно? Что будет дальше в конечном итоге? Для чего вам, может быть, пригодится вот такая ситуация? И по основным сферам жизни. Первое, что ждет рыб до конца марта в личной жизни, в любви и взаимоотношениях? Что ждет вас, мои дорогие любимые рыбы, по части достижений, планов, важных встреч, контактов, у кого-то учеба, у кого-то документы. Ну и финансы до конца марта, что ждет? Так что ж там такое скрытое? Какая-то зависшая история. Но это старший аркан, опять же. Вы понимаете, тут может быть, конечно, мы говорим, это карта иногда жертвенности. Или иногда, когда мы на что-то согласились, а потом, может быть, давно согласились, а потом пытаемся из этих, как тиски, да, попали и пытаемся вырваться. Быстро тут тоже эту проблему не решишь или вопрос, и нам придется как-то красиво выходить, как из Т-образного тупика. Это всегда говорю, представьте, что вот вы едете и упираетесь буквально в какой-то забор. Дорога уходит либо налево, либо направо. Вот момент истины, момент выбора, момент осознания, может быть, что вот вперед мы не пойдем. Какая-то история уже близится к завершению, но нам как будто сворачивать придется. Вот что-то подобное. Но с чем это связано, давайте узнаем. У кого-то это будет ситуация, касаемая по деньгам или по тому, как, может быть, вам придется даже передумать. Иногда банки идут, иногда идут высокопоставленные персоны. Конечно, это могут быть близкие, правда. Может быть, это в жизни близкого человека что-то происходит, и это каким-то образом косвенно оказывает влияние на вас. Вы тут можете принять во внимание такой момент, даже у кого-то такая конфигурация, если вам, ну, действительно, какой-то человек оказывал содействие, помощь, то у человека тоже что-то меняется, и вы будете где-то помогать, переживать за него, я такое тоже могу предположить.
ну вот как чувствует всей своей душой. Но иногда это будет значение, а еще если с учетом астрологии, мы можем принять к сведению, что или понимать, проанализировать что-то, потому что время подумать у нас как будто было. И это тоже очень где-то символично времени. Дело в том, что у нас совсем скоро перейдет Уран в знак зодиака Близнецы. И мы должны быть где-то готовыми к тому, что Уран, он все дробит. Вот пока еще на сегодняшний момент, почти до конца апреля, Уран остается в Тельце. И кто-то спросит, а я-то тут при чем? Да, я рыба, а при чем тут Телец? Так вот, это последний реверанс Урана в Тельце. Причем он долгое время был в ретро-движении, это всегда какое-то торможение, но вот теперь он уже давненько находится, да, в прямом движении, проясняет что-то, но оно все равно движется в том ритме, ну, как по задумке Творца. Но именно этот реверанс связан с тем, что Уран сейчас помогает знакам зодиака стихии не только Земли, но и воды, и вам, мои дорогие. Он помогает, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. И вот в конце апреля он 26 числа перейдет в Близнецы. Поверьте, там дробление какого-то. Или там, когда нам вообще это перемены сами по себе, там будет чего-то и быстрее, и больше, мои дорогие. Поэтому вам как вот тут свой статус нужно стабилизировать. У кого-то может быть и денежный. Почему так подробно говорю? Потому что для кого-то это будет именно стабилизировать финансовую ситуацию. Потому что то, как вы раньше представляли, скорее всего, в течение марта вы будете отчетливо понимать, этого либо недостаточно, либо есть какие-то условности. Условности по законам. Или условности, может быть, для вас потому что, ну, может быть, и банки, какие-то структуры, организации. Тут посмотрите, старший аркан, который именно за организацию отвечает. И не только. Имеется в виду учреждение, организация собственной жизни, стать хозяином собственной жизни. Вот этим самым императором. Но это мы не говорим про опломб или про гордыню. Но вам тут надо действительно что-то реорганизовать. Потому что в течение марта вы окончательно поймете, что на что-то вы можете опереться. Куда-то вы как будто и не хотите идти, будете завершать. А вот то, что будет дальше, оно каким-то образом зависит от вашего положения или от стабильности вашей, мои дорогие. Потому что все равно элемент неопределенности на будущее есть. Туз Пентаклей кто-то решится, может быть, на новый вид деятельности или будет рассматривать дополнительный доход. Возможно, вы будете менять имидж, менять вообще отчасти у кого-то и по личной жизни. Это может быть связано. Статус. Кто-то надумает строить карьеру, кто-то может задуматься оформить отношения. Я такое тоже не исключаю. Или задуматься о доме. Вот то, что было скрыто, оно не то, что от вас кто-то скрывал, а просто какая-то история. У вас жизненный сюжет. Долгое время развивалась, и вот теперь, видимо, та или иная ситуация достигает как квинтэссенция. Тут, как знаете, 1000 дорог могут сойтись в одной точке. Так что же прояснится? А вот разочарование, все-таки вот этот нож. И причем по тройке мечей, ведь это какая-то очень знакомая история. Уже сердечко не болит, это уже все отболело. И даже если мы сталкиваемся с каким-то противодействием, нас это уже не цепляет. Нам уже никак по этой карте. Это карта здорового равнодушия. И тем не менее, это карта будущего. Вот вам какой-то опыт был необходим именно для того, чтобы окончательно понимать, что есть, может быть, персонажи, с которыми вы не будете строить взаимоотношения. Или вы оказались каких-то четко, вот вы можете, знаете, так вспоминать, проводить какие-то аналогии, параллели, что вот я был в таких ситуациях, туда я больше не ногой. Вот это, наверное, то прошлое, которое остается просто как опыт, безо всяких эмоций. Но иногда оно нам о себе напоминает для того, чтобы мы сохранили самих себя. Вообще, это такая действительно холодная карта здорового равнодушия. Тут кто-то может пытаться, словно заново, выстраивать с вами миролюбивую позицию, но вы как будто не верите. Вот это правда. Вы идете, мои дорогие, смотрите, у вас карта Солнца. Вы к своему Солнцу идете. Вот, видимо, для вас, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, март месяц – это время перезагрузки. Это не просто фраза.
вы четко себе обозначите те моменты, пункты, направления, которые уже для вас не направления. Может быть и отношения, может быть и людей. Будут эти люди, которые, знаете, как мы говорим, где-то мягко стелет, но потом как-то жестковато спать. Когда мы понимаем то, что человек транслирует, на самом деле нет, за ним ничего не стоит. И на него невозможно ни понадеяться, ни ответственности потребовать. Вот может быть, вы ведь, как я говорила, эмпаты. Здесь, может быть, даже на межличностном уровне у вас происходит, ну вот какая-то ломка шаблона внутри вас самих. Но это, видимо, совершенно необходимо, потому что вы как правильное направление должны выбрать. Или надежных людей, мои дорогие. Потому что вам совсем скоро, в течение 6-8 месяцев, ведь карта выбора правильного направления, если мы говорим, и карта ясности, кстати. Последующие вот эти месяцы, почти до конца 2026 года, вы будете именно заниматься теми приоритетами, которые вы перед собой поставите. И значит, неизбежно от чего-то мы отказываемся. Высвободить силы, высвободить время. К чему же это все придет, для чего было нужно, как будто для того, чтобы ты конкретно себе сказал, что есть в твоей жизни те дела, где ты должен успокоиться. Но вот представьте, что вы шли очень долго по какому-то сложному маршруту, шли с препятствиями, шли, возможно, в одиночку. У вас, ну, как штормила эта жизнь, да, или постоянно какие-то были препоны. Вы снова и снова пытались или оказывать помощь, или преодолевать вот эти какие-то трудности. Но вот настало время остановиться. Опять же, остановиться. Потому что буквально через некоторое время, может быть, через несколько мгновений, вы устремитесь вперед. Но четко обозначить некоторые сюжеты, где нужно себе сказать: я сделал все, что мог. И пойти дальше. Что ждет рыб и рыбок в личной жизни? Тут работа в команде называется, а также это еще и изучение. У кого-то работа на дому, и может быть не столько личность, сколько и именно деятельность ваша трудовая и ваша личность, ваши какие-то предпочтения. Карта обучения. Кто-то на дому учиться может, изучать языки программирования или просто, ну, может быть, онлайн обучение. Для кого-то из вас новые люди будут приходить в вашу жизнь. Я бы сказала, тут как будто даже нужно новых людей впустить в вашу жизнь. Но, понятно, сделать это осторожно, где-то с оглядкой, потому что по тройке пентаклей нам говорят: ты тут не торопись. Но если существует работа в команде, для вас нужны, может быть, не один единомышленник, а несколько. Или вам нужно, ну, как увеличить контакты, но не в сторону всех подряд, это понятно, да? А тех людей, которые могут соответствовать вашим принципам, или тех людей, которые имеют с вами общий интерес, разделяют ваши взгляды, которые готовы вас сопровождать. Но, опять же, тройка, карта будущего, уже будущее на пороге. У кого-то напрямую любовь или выбор по части личной жизни. Но иногда эта карта сепарация – это только иллюзия. Вы можете помириться, кстати, если кому это будет актуально. Но, может быть, и какой-то важный выбор – это будет по части личной жизни. И еще одна тройка. Ну надо же. Вас уже нет, понимаете? Вы как будто сами не присутствуете в прошлом. Но какие-то нюансы, последние штрихи. Вот как эта девушка остановилась серфингом, как остановилась на полдороги. Есть такое значение. Она обдумывает, все ли из прошлого она готова с собой взять в будущее. А идет она налегке, кстати. Поэтому по этой карте мы можем, знаете, как вот есть такая фраза: подтянуть хвосты. Вот есть какие-то хвосты у каждого из нас, которые нам нужны, или дела, вопросы довести до ума. Вот март для вас что-то подобное, потому что совсем скоро и ясность, и возможности, и темп изменится. Я об этом тоже говорила. Ваши задумки, ваши действия, учеба, работа. По двойке пентаклей здесь пока нет каких-то быстрых перемен, но карта все равно дает подсказку. Будь легок на подъем. Поэтому в любой момент может прийти как возможность из ниоткуда, как шанс. Вас могут куда-то пригласить, может быть, на собеседование, а возможно, не приглашают, а это ваш внутренний творческий инсайт. Знаете, это как сродни
Вы обдумывали долго, приступить или не приступить, начать или не начать какое-то дело. Тут мы думаем, нет, вот теперь пора. Вот как раз эта пора где-то может проиграться по части ваших достижений. И где-то, вы знаете, такой триггер, как последняя капля, может проиграться через взаимоотношения с людьми, потому что это всегда карта конфликта. Опять же, нож, вот он где-то, знаете, как сквозит через весь наш расклад, а тем самым вы увеличиваете собственную силу. Вы можете где-то чувствовать, что, ну, может быть, сожалеть даже, да, что не все люди смогли вас понять правильно. Но это как будто уже теперь не имеет значения. Конечно, есть такое значение, ведь энергия, карта сила, с одной стороны, это критическое мышление, но действие как у серого кардинала. Все же здесь, как подобно магу, человек, он себя не выставляет, знаете, как на передовую. Нет, он действует очень аккуратно, чтобы и себе не навредить, и чтобы у вас задача такова, все то, что я сказала, именно укрепить свои позиции, свою силу, наоборот, как сконцентрировать. Вот, видимо, до конца мая вот такая задача у вас может быть. И ведь здесь, в принципе, вот такие энергии, когда, знаете, не просто вы с кем-то согласились, или вы, как эмпаты, можете часто таким миротворцем выступать, сглаживать острые углы. А вот что оседает в нашей душе, это куда деть? Вот такие вопросы вы тоже можете задать. Но будьте аккуратны, если действительно, аккуратно я имею в виду внимательны, и если что-то предлагается или ну, как появляется какая-то оказия. Тут ведь мы не знаем, как приходят возможности. То я бы сказала, все-таки чего-то нельзя упустить, мои дорогие. Это факт. Поэтому вот эта легкость рассматривать, да, одно, второе, третье. Иногда, кстати, по двойке пентаклей нам говорят, что да, именно побудительным мотивом будет желание решить финансовую историю. Мы будем примерять как будто на себя разный опыт. Мы можем попробовать себя в одном деле, во втором, в третьем, иметь несколько планов, план А, план Б, план С. И вот опыт-то приходит через то, как мы попробовали. Мы попробовали, видим, ага, не пошло, не нравится, что-то это не мое. Хорошо, приступили к плану Б, ну и С, ну и так далее. Понимаете, именно через какой-то опыт минимальный вы себя понимаете лучше. Вы как находите свою вот эту траекторию на более далекий период жизни. Деньги, что ждет? Ну, помощь какая-то. Вы все равно останетесь довольны. Хотя, видимо, какая-то общая финансовая ситуация, ну, так она либо штормит, либо вам не нравится. Но я здесь сказала, вот у вас и ангел выпал, что все равно деньги есть, деньги будут. Объем, размер может быть, с учетом двойки пентаклей. И тут нам опять же двойка. Я не могу сказать, что это прямо вот фурор какой-то, да, или пойду и куплю, что хочу. Нет, есть какой-то элемент экономии, мои дорогие, это есть, да, но и это не отпатовая ситуация. У вас поддержка, у кого-то это деньги партнера, так вот может быть. Но, тем не менее, все то, что я говорила долго, нулевой аркан. Да, конечно, не сглупить, не потратить на что-нибудь такое, что эдакое или всегда хотелось. Вот это точно нет. Но тут сейчас не столько деньги, сколько именно правильные договоренности, правильные связи, правильные социальные связи, правильные люди. Мы об этом с вами говорили. И это, наверное, касается всех сфер жизни, как и финансов, как и ваших достижений, так и личной жизни. Вот такой период, как время X, определяться и делать выводы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии и доброту. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.